Два салата из ростков пшеницы. В прошлом видео мы с вами проращивали пшеницу, а сегодня из ее ростков будем готовить два салата. Что очень важно, не используйте для салатов ростки длиннее, чем 5 сантиметров, потому что они очень жесткие и вам будет трудно их жевать. Такие ростки, которые более 5 сантиметров, если уж они такие выросли, как у меня, лучше использовать для приготовления сока из них, фреша, что очень-очень полезно. Я же сейчас использую такие, что выросло, то выросло. Итак, первый салат. Это острый салат, но готовится он очень легко и очень быстро. Ростки пшеницы нам потребуется 250 грамм. Мы закладываем их в глубокую емкость, чтобы было удобно перемешивать. И добавляем специи. Соевый соус мы добавляем в объеме 2 столовых ложек. Затем сахар в объеме 1 столовой ложки. Затем красный молотый перец 1 столовая ложка. Если сильно острый не едите, то положите пол столовой ложки. Затем уксус 2 столовые ложки. Я использую яблочный уксус, вы можете попробовать какой-то другой. Затем молотый чеснок в объеме 1 столовой ложки и красный молотый перец чили 1 штука, тонко нарезанный, можно пропустить перец чили. Далее кунжутное масло в объеме 1 столовой ложки и кунжутные семена, также 1 столовая ложка. Добавив все специи, мы перемешиваем салат. Мешаем хотя бы на протяжении 2-3 минут, чтобы он хорошо пропитался. Если же ваши ростки достаточно большие, как у меня, вы можете дать некоторое время этому салату настояться, например, день или 2. И тогда ростки тоже размякнут. Напоминаю, используйте ростки не более 5 сантиметров. Затем второй салат. Это не острый салат. Нам потребуется для этого довести воду до кипения и добавить 1 чайную ложку соли, развести соль и затем в кипящую воду заложить ростки пшеницы в объеме 250 грамм. После того, как мы заложили ростки пшеницы, если ростки 5-6 см, то варим 1 минуту. Если ростки около 10 см, то варите 2 минуты, иначе они будут очень жесткие, и вы просто не сможете их разжевать. Отварив ростки в течение этого времени, мы должны вынуть их из кипящей воды и положить в холодную воду и полностью их остудить. Когда ростки уже остыли в холодной воде, мы перекладываем их на какую-нибудь емкость, чтобы излишки воды стекли. Затем нам понадобится, например, бамбуковый коврик для заворачивания роллов. И мы закладываем туда уже отваренные ростки. Не думайте, мы не будем сегодня пытаться сделать из ростков пшеницы ролл, но он нам нужен для того, чтобы очень удобным способом удалить имеющуюся жидкость, которая имеется в ростках. Для этого мы очень так сильно, не боясь, нажимаем на коврик, и он, соответственно, давит на ростки, и из них выходит жидкость, лишняя жидкость. И после этого мы просто вынимаем ростки из бамбукового коврика и нарезаем кусками среднего размера. После этого мы закладываем нарезанные ростки в какую-нибудь глубокую емкость, удобную для перемешивания, и приступаем к добавлению специй. Соевый соус мы закладываем в объеме 2 столовых ложек. Затем следующий ингредиент – это сахар, 1 столовая ложка. Вообще специи дело вкуса, все попробуйте и посмотрите, чего не хватает. Например, сильно соленый, то добавьте сахара. Затем добавляем кунжутное масло 1 столовую ложку и кунжутные семена 1 столовая ложка. Все это мы с вами хорошо перемешиваем хотя бы в течение 2 или 3 минут, чтобы салат хорошо пропитался. И все, можно подавать к столу, не забудьте посыпать кунжутными семенами.
Совершенно абсолютно таким же способом можно приготовить салаты из ростков ячменя. Ростки ячменя проращиваются точно так же, как и ростки пшеницы. О том, как прорастить пшеницу, линк будет в конце этого видео. Лайкайте, подписывайтесь. Надеюсь, вам было интересно. И приятного вам аппетита!